Приветик, девчонки! Любая девочка, девушка, женщина всегда желает выглядеть красиво и эффектно в любом возрасте. И для этого она тратит очень много усилий и очень много денег. Хорошо, когда нет особых причин для беспокойств, но порой случается непредвиденное. На теле молодой красивой девушки появляются темные неестественные полоски. Подобный дефект кожи называют растяжки или стрии. В этом видео я очень постараюсь дать вам ответ на ваши самые часто задаваемые вопросы о растяжках, причины их возникновения, как с ними бороться, есть ли вообще такой способ и как предотвратить появление растяжек. Так что если вас интересует эта проблема или вы хотите действительно просто предотвратить появление этого дефекта кожи, продолжаем смотреть. В самом слове растяжки кроется ответ на вопрос, откуда они берутся. Растяжение кожи возникает вследствие механического повреждения, когда кожа чрезмерно растянута. И ваш организм штопает эти раны соединительной тканью словно шрамы. Отсюда и появляются эти некрасивые полоски. Поначалу молодая соединительная ткань пронизана кровеносными капиллярами. Из-за этого ваши растяжки, свежие растяжки, имеют розоватый или багровый цвет. Со временем соединительная ткань начинает стареть, теряет воду, а вместе с ней эластичность. Капилляры отмирают, и ваши растяжки становятся белыми. Основной причиной появления растяжек считаются гормональные встряски, которые также влияют на появление целлюлита и акне. Такой период гормональной встряски чаще всего у девушек и парней встречается именно в подростковом возрасте, когда у нас повышается уровень гормонов в организме и тело начинает формироваться. Вторым и не менее значимым периодом гормональных встрясок, конечно же, является беременность. В этот короткий период ваши яичники и надпочечники начинают как бы идти в ногу с вашим организмом и вырабатывают вдвое больше гормонов, чем обычно. У женщины также меняется гормональный цикл, у нее меняется даже структура кожи, конечно же, растет живот, бедра и молочные железы. Тяжелые физические нагрузки, занятия бодибилдингом, увеличение мышечной массы – это тоже причина появления растяжек даже у мужчин. Я думаю, у каждого второго мужчины можно увидеть такие полосочки на бицепсе. Наследственная предрасположенность – это тоже вероятность появления растяжек, и она будет выше у тех детей и внуков, чьи родственники были подвержены этой проблеме. Ну и, конечно же, если вы страдаете ожирением, то вы под большим риском появления растяжек, так как ваша кожа постоянно растягивается. Также причину появления растяжек можно определить по их расположению. Если у вас вертикальные полоски, то скорее всего они появляются после беременности. Если горизонтальные растяжки, то это скорее всего из-за изменения вашего гормонального фона. Прежде чем мы поговорим о том, как избавиться от растяжек, я хочу вам рассказать о том, как их предотвратить. Как и любую болезнь, растяжки можно и легче всего предотвратить, чем потом лечить. Поэтому, девчонки, профилактика и еще раз профилактика. Если вы не хотите в будущем постоянно расстраиваться из-за этих полосок, что они портят вам всю вашу фигуру, пожалуйста, отнеситесь серьезно к этому шагу. Следите за своим весом. Если вы постоянно худеете или наоборот набираете вес, ваша кожа постоянно травмируется, и из-за этого очень великий риск получить растяжки. Отрегулируйте свой рацион питания. На первом месте у вас должны стоять фрукты и овощи. Также очень и очень важно наличие белка в вашем рационе, достаточного количества, так как он помогает синтезировать коллаген и эластан, что очень важно для вашей кожи. При недостатке белка у худеющих девушек часто появляются растяжки. Физическая нагрузка также очень важна. Выберите тот вид спорта, который будет вам по душе, и не забывайте о растяжке после тренировки. Даже беременная девушка может уберечь себя от появления растяжек. К вышеперечисленным способам также можно добавить бандаж. Его можно носить до беременности или после. Его сможет вам подобрать ваш врач-гинеколог. Также не забывайте увлажнять кожу живота, груди и бедер перед сном. Ну, я думаю, мы еще вернемся с вами к этой теме, но чуть попозже. Массаж и еще раз массаж. Особое внимание уделяйте местам растяжения кожи. В этом вам поможет специальная щетка или варежка, которая предотвратит появление будущих растяжек и, конечно же, целлюлита. Проведение водных процедур предпочтительней в виде контрастного душа. Он тонизирует сосуды и придает им эластичность. После этого необходимо пользоваться различными увлажняющими кремами и маслами, которые помогут удержать влагу в клетках кожи. Соблюдая все эти правила, вы сможете свести к минимуму появление растяжек на вашей коже, но, к сожалению, никто вам не сможет дать гарантию, что эта проблема вас не побеспокоит. А что же делать тем, у кого уже есть растяжки? Можно ли с ними бороться?
Может быть, сейчас я кого-то расстрою, но, к моему сожалению, это правда. На сегодняшний день в мировой врачебной практике не существует способа окончательного и безвозвратного удаления рубцовой ткани, а растяжки это по сути и есть шрамы. Сейчас я говорю именно о сформировавшихся растяжках белого цвета, которые у вас уже давно, больше чем год. А если у вас растяжки появились совсем недавно и им уже до полугода, то есть они розовенькие или немного багровые, как я говорила, то все, что вы сможете с ними сделать, это сделать их менее заметными, улучшить рельеф, или просто сделать кожу упругой. Но все же, если вы решились на лечение ваших растяжек, то вы должны понимать, что это очень длительный процесс. И лучше его начинать в осенне-зимний период, а лучше прямо сейчас, чтобы к лету вы со своим врачом-косметологом достигли хоть какого-то видимого результата. Запомните, чем раньше с момента появления стри вы начали свое лечение, тем больше у вас шансов на результаты. С годами кожа, имеющая растяжки, будет выглядеть все хуже, если ее не подпитывать постоянно различными кремами, не баловать дорогостоящими процедурами и массажами, а это, согласитесь, немалые деньги. Так что я еще раз напоминаю вам: профилактика. Если вам интересно, как я делаю профилактику своей кожи от растяжек, какими косметическими продуктами я пользуюсь, то обязательно напишите об этом в комментариях, и я вам все подробно покажу и расскажу. Ну что, мои хорошие, я очень надеюсь, что я вам дала ответы на все ваши интересующие вопросы о растяжках. И, девчонки, если у вас на данный момент есть растяжки, и вы уже расстраиваетесь и не знаете, что с ними делать, потому что вы перепробовали все возможные крема и дорогостоящие процедуры, но ничего вам не помогают, девочки, я дам вам совет. Просто перестаньте об этом думать, сфокусируйтесь на построении фигуры вашей мечты. Все-таки от растяжек на теле никто не умирал. Ведь столько есть знаменитостей и фитнес-моделей, которые выступают и не стесняются своего тела, потому что на них есть растяжки. А вы почему-то этого стесняетесь. Просто перестаньте об этом думать. Так что ставьте лайк этому видео, если оно вам пригодилось и вам было чем-то полезным. А мы с вами встретимся в следующих роликах. Всем удачи, пока-пока!